Дамы и господа, добрый вечер, добрый день. Добро пожаловать на интервью Get Together. У нас сегодня в гостях Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Отлично. А вот скажите кратко о себе. Меня зовут Светлана, я ипотечный специалист в банке TD. Живу в Maple Ridge вместе со своей семьей, с мужем, 2 детьми. Люблю проводить время с семьей, люблю кататься на лыжах и занимаюсь любимым делом, поэтому очень рада находиться здесь и рассказать о себе. Но ипотечный и моргидж это одно и то же, правильно? Да, Отлично. Ну, моргидж – сейчас... это английский вариант, ипотека – это более правильное слово. Ага, потому что у меня тут везде моргидж. Это самое вот основное, что вы сейчас занимаетесь, Да, правильно? я делаю только, скажем так, я делаю все, что связано с кредитованием, недвижимости. То есть это может быть ипотека с платежами регулярными, это может быть line of credit, так называемый HELOC. Окей. То есть, различные вариации этих двух продуктов в зависимости от того, что необходимо клиенту. А еще помимо моргиджа, вот там ипотеки занимаетесь? Много чем. Например? Я психолог, я помогаю людям, заработать деньги, потому что я могу что-то посоветовать в плане инвестиций в недвижимость, как, спланировать их долг, чтобы снизить таксы, то есть налоги. Ага. Я помогаю иногда им преодолеть страх или же преодолеть какие-то сомнения в процессе покупки или продажи недвижимости, поэтому иногда приходится быть и психологом. Ну, это обалденно. Да, поэтому, Ну и ипотеки, нетворк у вас тоже. ну, конечно, я знакомлюсь с очень многими людьми, узнаю очень много людей, и самое главное, я помогаю людям. И это, мне кажется, самая большая награда в моем бизнесе – это помощь и благодарные клиенты. Мгм. Но я помню, до этого вы в банке еще занимались Да, тоже. я работала в банке, в общей сложности, 13 лет в канадских банках. Начинала работать в Вау. RBC-теллером, то есть на фронтлайн кассиром, и проработала в 4 из 5 больших банков Канады. То есть, в принципе, канадская банковская система очень мне близка. Я делала и бизнес-счета, то есть я обслуживала бизнесы, я обслуживала инвестиции, то есть я делала инвестиции для людей, я занималась планированием, пенсионным планированием, я открывала счета, открывала кредитки. То есть, в принципе, я делала все, чем вообще можно заниматься в банке в Ну, это Канаде. классно. Ну, слушай, вот чтобы это делать, это какие-то сертификаты, какие-то тренинги, какие-то обучения постоянно надо делать. Это... А Специалист в банке отличается от ипотечного брокера или Ага. моргидж-брокера тем, что нам не нужна лицензия. Так как мы работаем под банком, мы Окей. используем ресурсы банка и банковскую страховку, Ага. нам не нужна лицензия. Ипотечным брокерам нужна лицензия, и при том, что мало того, что им нужна лицензия, им нужна еще лицензия в каждой провинции. То есть основное различие – это то, что я могу работать по всей Канаде, в Мгм. любой провинции, и очень часто моими услугами пользуются люди, которые переезжают, продают здесь, покупают там, в какой-то другой провинции, это может быть Онтарио, Альберта, Манитоба. А, Брокеры не могут делать финансирование в других провинциях, если они там не лицензированы. То есть Я если понял. кто-то, ипотечный брокер, хочет делать ипотеки в другой провинции, в Альберте в основном, да, люди в основном в Альберту переезжают из BC, то им нужно получить лицензию Альберта. Мне лицензия не нужна, а просто я все мои транзакции и действия, они защищены банком. Все мои, если у меня какая-то будет ошибка, то это будет под банком. У Мгм. брокеров своя лицензия, своя страховка. Интересно. Имеете свою недвижимость? Свою, конечно, Много? есть немножко, да. А вот Ты не можешь быть профессионалом, если ты, ножки не помочил сам в согласен, водичке. 100%. Поэтому, обязательно. Недвижимость даже должна быть обязательно. А вот всегда такой у людей интересный вопрос или идея. Вот сколько надо недвижимости или что надо такое иметь, ну вот чтобы не надо было бы работать, чтобы частично стал бы финансово независимым, как бы вот есть какая-то идея или
план, вот это надо 10 домов иметь, которые там половину сдавать там, или как? Есть какие-то предположения? Предположение есть, но так называемый инвестиционный портфель подбирается для каждого клиента индивидуально. М, Потому что в некоторых провинциях Канады есть так называемый capital appreciation, то есть где недвижимость растет в цене. В некоторых провинциях недвижимость не растет, но есть так называемый кэшфлоу, да, то есть и ты получаешь после всех расходов какие-то остаются у тебя деньги. То есть в зависимости от того, что ты хочешь, какой у тебя план, какая цель, long term, short term, то есть на короткое время держать, на длинное время держать, спекуляция в виде перепродажи в будущем, или ты хочешь детям оставить. То есть инвестиционный портфель на самом деле подбирается, нет такого, знаешь, silver bullet, который подходит абсолютно всем, и вот так делать, и все. То есть это все должно быть индивидуально, поэтому очень интересно. тяжело сказать. Да. А вот что вот подтолкнуло вас вот заняться этим? Вот как раз инвестиционная недвижимость, я начала инвестировать, и я Ага, поняла, что, во-первых, мало плохо, ну, мало хорошо знать маркет, нужно еще знать людей, которые в маркете работают, да, инвестиционных риэлторов, инвестиционных ипотечных специалистов, чтобы как бы самому быть успешным. Поэтому я пошла работать, чтобы быть в курсе событий, чтобы для себя, для своих инвестиций тоже как бы получать бенефит. интересно. А я слышал, вот у вас много там закрытых сделок и результаты позитивные, хорошие, много довольных клиентов. Мгм. Вот какими качествами необходимо обладать успешному mortgage брокеру? Вот какие качества нужны, чтобы вот быть вот как Светлана? Ам, Я считаю, что на каждый как бы товар есть свой купец, как бы каждому подходит один тип личности, другому клиенту подойдет другой тип личности. Да, Но основная, как бы, чтобы быть успешным, нужно как бы не сдаваться и закрывать сделки как там, где другие не могут закрыть сделки. а как это? Это, ну вот, надо морально к этому настроиться или просто там Это искать новые приходит с способы опытом. поднимать телефон и кому-то звонить или с утра просыпаться пораньше, идти в джим и потом налаживать свой день, или это как бы общее, всего понемножку? Любой специалист в любой отрасли, независимо от того, это машины продавать Мгм. или моргидж делать, Да, если ты делаешь хороший сервис, тебя будут рекомендовать. И если люди видят, что ты им помогаешь, и это тебя будут рекомендовать. То есть просто что нужно, это хорошо делать свою работу и стараться сделать работу для людей, а не для того, чтобы заработать деньги. значит, надо человека слушать, понять, что ему надо, и Конечно. помочь. Супер. Я новый иммигрант. Мгм. Только приехал в Канаду. Вообще не понимаю, какие сайты смотреть, где какую информацию получать. У меня в Facebook друзей нету. Вот, вот что именно делать, какой правильный процесс или как мне начать и что надо делать, чтобы мне купить новую недвижимость? Вот какие советы? Советы — это, обратиться к правильному mortgage А вот как специали я пойму, кто правильный? Там, как я узнаю, кто с опытом, кто без опыта, какие там риски, сколько down payment надо, какие там бумаги? Я вообще как бы не понимаю, вот куда мне обращаться, как вот искать. обращаться к специалисту. Как искать специалистов? Специалистов ищут по рекомендациям, по Google Search, Окей. А если в банк рекомендации прийти, друзей. банк тоже рекомендует? Они будут рекомендовать, но если ты приходишь в банк, то, допустим, если это банковский работник, банковский специалист, то он обычно привязан к бранчу. У одного бранча есть, например, 2 специалиста, с которыми они работают. Я понял. То есть они не обязательно порекомендуют тебе лучшего специалиста, они, скорее всего, порекомендуют тебе того, кто работает с этим бранчем. Поэтому лучше поспрашивать у друзей, которые знакомых, которые уже купили. Есть много Facebook групп. Я считаю, что из как бы сам процесс покупки и финансирования недвижимости очень индивидуальный, потому что наше правительство, оно придумывает всевозможные правила, которые как бы индивидуальны
можно как бы индивидуально для каждого клиента. М. Поэтому нельзя сказать, вот тебе нужно вот это, вот это, вот это, потому что амортизационный период разный, ставки разные, нужна страховка, не нужна страховка. Если есть пиар или нет пиар, да, если нет пиар, то что у тебя есть provincial nominee, нет provincial nominee, потому что в разных провинциях действуют разные законы по покупке недвижимости. То есть, например, в Альберте нет foreign ban property transfer tax. Вернее, не foreign ban, а foreign property transfer tax, Мгм. который существует в BC, это 20%. Да, в Альберте его нет. То есть, как бы это все подбирается индивидуально для клиента, поэтому спрашивать знакомых друзей, у которых были похожие ситуации, у которых был позитивный опыт, и так поговорить с одним, с двумя специалистами, и вот это будет лучший выбор. Поговорить с риэлторами, это будет лучший выбор, потому что нельзя сказать э, ам, вот так, типа вот такой у тебя сценарий. Чего вы посоветуете людям, которые готовятся к своей первой покупке недвижимости? Советов будет несколько на самом деле. Во-первых, конечно же, обращать внимание на свою кредит history, кредит-бюро. А Очень как, много как они это могут сделать? есть у многих банковских онлайн приложениях сейчас есть опция, когда вы можете проверить свою кредитную историю, кредит-бюро, проверить свой кредит-бюро скор. Также существует у нас в Канаде два кредитных бюро, это Equifax и TransUnion. Ам, Вы можете раз в год бесплатно получить развернутый репорт от Equifax, Мгм. тем самым проверить, нет ли у вас каких-то пропущенных платежей. Может быть, вы какой-то билл где-то не заплатили, который был передан в collections Это и о важно. котором вы не знаете. Да, у меня были клиенты, которых был $1 не уплачен по кредитке, и этот $1 был постоянно репортился как незаплаченный платеж, и из-за этого у них кредит-бюро, кредитная история была низкая, то есть кредитный скор был Из-за низкий. одного Из-за доллара. $1, да. И они думали, эта кредитка закрыта, и они постоянно каждый месяц репортили это кредит-бюро как неуплаченный платеж, и тем самым опускали их кредит-скор. И как бы клиент об этом не знал. Я рассказала клиенту, что им нужно пойти, и как бы порешать это с банком, и они как бы заплатили этот $1, и он больше не репортился. Просто очень как бы, обращать внимание на это. Ну, на кредитную историю в Канаде вообще нужно обращать внимание как бы, Да. всё время. Но если вы как бы готовитесь к покупке, это одно из, условий, при которых банк будет, вам давать ипотечный заем. Но я так понимаю, это на самом деле стресс такой, знаешь, когда ты не знаешь, чего и как, и кредитная история, и с кем общаться. А вот как вы как бы помогаете ему чувствовать клиенту там уверенно или успокоить его? Знаете, это на самом деле это самое главное, что как бы в моей работе, мне приходится делать. Кроме цифр и пейстабов, и кредитной истории, люди, бывают, приходят от моргидж-брокеров, которые им сказали: "Вот, ты никогда не сможешь купить", или "У тебя там вот это плохо, ты не можешь". Или они говорят им очень маленькую заниженную сумму, и они на эту сумму не могут ничего найти, и их, это очень сильно расстраивает, они теряют надежду. И, я очень часто мне приходится успокаивать людей и вселять им новую надежду. И, я не люблю просто говорить "нет". Мне иногда приходится говорить "нет", и иногда приходится говорить "да, но не сейчас". М. Вот, но я всегда пытаюсь найти какие-то пути, или какие-то решения для клиента, которые даст им надежду и которые поможет им как бы определить их, дальнейшие действия, чтобы все-таки, достичь цели, владения недвижимостью. Вот, поэтому я и сказала, что частично моя работа — это быть психологом, потому что очень, для многих людей покупка недвижимости — это, скорее всего, транзакция, которую они, может быть,
один раз в жизни будут делать, ну, 2. Поэтому мы это делаем часто, мы это делаем каждый день. Для нас это как бы очень легко, а для многих людей это очень большой стресс, и нужно быть очень осторожным с их эмоциями, поэтому как бы не расстроить, не разочаровать, поэтому как бы да, это очень важно. Ну, классно. Ну, это психология. Да, да. Ну, я как бы психолог только по недвижимости. В основном во других аспектах не могу помочь. Ну, а вот есть разные там стратегии какие-то или разные подходы, чтобы клиент мог бы получить самые наилучшие там ипотеку или Да, процент? это приходит с опытом. Процент не всегда самое важное в ипотеке на самом деле. Есть ситуации, когда ам, процент вообще не важен, когда ты можешь потерять недвижимость, например, которую ты купил на пресейле, и у тебя поменялись какие-то условия твоей жизненные или доход, Мгм. или что-то поменялось, что ты не можешь эту недвижимость купить. На самом деле на тот момент тебе даже уже все равно какой там будет процент, тебе просто нужно закрыть и получить ипотеку. Процент это, процент тоже можно получить ниже, как бы TD, как бы, в принципе, мы competitive на рынке, то есть мы, как и другие банки, но есть ситуации, когда процент абсолютно не важен. Важно, что результат получения самой ипотеки. Я Потому что понял. процент меняется с каждым днем, с каждыми новостями процент меняется. Поэтому я всегда клиентам говорю, процент может поменяться за 2 дня до completion date. И я всегда его мониторю, всегда людям делаю самый низкий процент на момент completion date. То есть, когда у нас разговор происходит за месяц, Да. и они говорят: "А какая у вас ставка?" Я вот там ходил в RBC, а у них вот такая. Но если он ходил в RBC за неделю до того, как он поговорил со мной, Да. то очень большой процент, что ставка будет другая. Потому что Ага. ставки могут меняться каждый день, могут меняться каждую неделю. То есть, Прям так. да, каждый банк выбирает свою стратегию по ставкам. То есть они могут поменять сразу, могут поменять, сначала посмотреть, как другие банки поменяют, и поменять через неделю. То есть я говорю, что я дам вам самую низкую, самую лучшую ставку на момент completion date. То есть если ставка опустится за этот месяц, пока вы будете покупать недвижимость, то вам лучше работать с человеком, который за вас будет следить и смотреть, опустилась она или нет. Мгм. Потому что если вы пошли там, вам сделали выше и как бы ниже не посмотрели, потому что не захотели, то есть шанс, что вы закроетесь на ставку, которая выше. Поэтому ставка не всегда самое главное. Главное — это опыт человека, с которым вы работаете. Потому что бывает такое, что если, если у ипотечного специалиста не было опыта с определенной жизненной ситуацией, то Мгм. он очень большие шансы, что он вам скажет просто нет. Он не, потому что по двум причинам. Во-первых, первая причина — это у него не было с этим опыта. Во-вторых, он не хочет разбираться, можно это или нет. Ему просто легче сказать нет. И тут приходит психология, потому что многие люди, им сказали нет, они думают, что им везде скажут нет. Они думают, что если им ипотечный брокер один сказал нет, это значит, все у них там, все пропало, они никогда не смогут там купить жилье, и все, как бы, и все, как бы у них все в ренте на всю Ну вот жизнь. у меня следующий вопрос. Если Да, банк отказал, да. Если что банк, тогда? вот как бы, и как я уже сказала, когда это отказ, я пытаюсь всегда объяснить, почему отказ, и объяснить, какие нужно предпринять шаги, чтобы получить одобрение. Мгм. Вот. Шаги могут быть разные в зависимости от того, почему отказ. То есть иногда решение — это просто найти временную part-time работу на какие-то экстра $20 в час, работать по выходным в течение там 3-4 месяцев, да, и получить недостающие там 20 тысяч в год дохода. Иногда это какие-то кредит-скор, вещи, которые нужно там открыть новую кредитку, например, и М. повыплачивать. То есть в зависимости от... То есть отказ банка — это не значит, что это навсегда. Я понял, И это временно. да, это с правильным как бы специалистом это всегда можно переделать и сделать как нужно. А вот есть какие-то примеры необычных ситуаций, вот с которыми вы сталкивались? И вот, например, там вот надо кредитку открыть, там 20 Ну баксов, а там да, ну были, еще. конечно, да. То есть, вот, как я уже сказала, люди не всегда знают, например, переезжают с одной провинции в другую.
Окей. Например, вот выехали с квартиры, да, арендовали, брали квартиру в рент, Да. выехали, им прислали последний, например, счет за свет. Они как бы думали, что они все заплатили, этот счет прислали на тот адрес, на котором они жили, там какие-то $50 последние, да, за последние 2 недели. А клиент ни сном, ни духом не знает, что у него там билл. Может, он вообще в другую провинцию переехал, и они ему как бы, прислали почту, да, прислали билл, все, типа, твоя responsibility платить. Они переехали и не знали. И вот потом collections, это все. То есть вот, очень много таких ситуаций, когда, collections, из-за таких вот маленьких вещей. Вот. Потом, в банках, если вы не работаете напрямую с банками, легче получать exceptions, чем через брокеров, потому что, например, были случаи, когда у клиентов был bankruptcy, то есть они, делали банкротство, и, не прошло 2 года. То есть, обычно после банкротства должно пройти 2 года, прежде чем, человек может делать запрос на ипотеку. И у банков тоже 2 года, но при определенных обстоятельствах можно, получить exception, для определенной ситуации, и как бы мы это успешно делаем. Поэтому бывает такое, что у человека было банкротство, ему говорят: "Нет, все, типа, 2-3 года ты ничего не можешь купить". На самом деле это не так. Есть варианты, Ну, есть есть же ситуации, когда коусайнер, там какие-то еще там варианты разные. да. Вообще, как бы, если как бы человек, да, то есть там разные варианты, в зависимости от того, сколько коссайнер, да, но, если основной доход, идет от человека, у которого было банкротство, то там они считают, сколько процентов дохода, А, приходит от этого человека, я понял. а, как бы в соотношении как бы общего дохода по application. Светлана, вот мне интересно, а как изменилась роль ипотечного брокера за последние там несколько лет? Тяжело сказать. Ну, там, вот при COVID, я знаю, там, вот я в дилершип работаю, вся система поменялась за последние там 4 года. Машины уже, delivery по-другому, цвета другие, процесс другой, все в онлайне в основном. И я думаю, в вашей сфере то же самое. Ну, очень много, конечно, перешло в онлайн. То, что ради чего нужно было раньше встречаться с клиентом, вживую, сейчас, перешло в онлайн. И, конечно же, наше государство добавляет больше и больше правил, которым мы должны следовать, и которые усложняет, получение ипотеки. Поэтому с каждым годом тяжелее бывает навигировать, в правилах, чтобы, получить, одобрение на максимальную сумму. И, усложняется, у нас в индустрии очень много, так называемого фрода, подделывания документов. К сожалению, мы с этим встречаемся, и это есть. Согласен, мы тоже. Поэтому, с годами, вот даже сравнить, с когда я начинала и сейчас, намного больше проверок, намного больше, различных правил, по которым делаются проверки и даунпеймента, и, документа по доходам. Мгм. Большинство банков, я говорю сейчас про большие банки, не знаю про credit unions и про маленькие банки, но у них есть AI, которая сканирует все Прям документы, так. да, на различные, потому что у них есть документы, как должны выглядеть документы, например, от CRA, от, работодателей, от банков, банковские стейтменты как должны выглядеть. Поэтому многие документы сканируются счета клиентов, если они как бы в том банке находятся. Поэтому, как бы очень много вот проверок именно Интересно. да, по compliance. Хм. А вот какие тенденции вы видите или прогноз там на следующие 2-3 года? Вот именно в недвижимости, вот в вашей сфере. А Я думаю, что вот именно если в канадском рынке, то, конечно, для канадцев вообще, владение жильем — это, их, в принципе, life goal. Большинство канадцев стремится к тому, чтобы владеть жильем. Для них это копилочка, которая потом сможет помогать им, а, иметь деньги на пенсии. Поэтому, люди будут покупать, люди будут брать ипотеки. А
как бы по ценам пока что поднятия цен я не вижу. Именно в недвижимости, может, 1-2 года. Мгм. Цены будут подниматься, но, это будет зависеть от того, какую политику по недвижимости будет, а, проводить новый government, который, будет, выбран в этом году, поэтому это тоже каким-то образом повлияет. Также уровень иммиграции, который новое государство, новый government будет проводить. Поэтому, именно по ценам тяжело сказать. На Как что бы вы ставите? Где покупать или где где продавать? покупать, именно где в Канаде Да. покупать или продавать? Ну вот в BC у нас, В BC. возле воды или Chilliwack. Ам, Говорят, что в Альберте цены поднимутся на 10% в ближайшие 2 года. М, Вот, если покупать смотря для чего. Опять-таки разные стратегии есть. Есть стратегия спекулирования, да, когда это я покупаю, чтобы продать через 2-3 года да, и, забрать деньги. Это одна стратегия. да. А потом стратегия держать долго, да, то есть стратегия, что я покупаю сейчас, я буду держать там 15-20 лет, за 15-20 лет мои квартиросъемщики выплатят мне половину моргиджа, я это потом продам Мгм. и буду на эти деньги жить в старости. Это вторая стратегия. Стратегия купить какой-то дом, который требует ремонта, отремонтировать его и продать. Это третья стратегия. Стратегия купить где-то возле воды и сдавать на Airbnb — это четвертая стратегия. То есть зависит, где покупать, зависит от той, как вы хотите заработать деньги. Хм, интересно. Поэтому как бы кто-то использует одну стратегию, кто-то использует микс стратегий, кто-то использует 2 стратегии. То есть в зависимости от того, какая стратегия вы преследуете, определяет, где вам нужно покупать и за сколько, и что именно. Короче, обращайтесь к Светлане, она расскажет по Да. стратегиям, что и как. Вот есть разные мифы и сказки об ипотеке. И я уверен, что вы слышали о них. Как вы с этим справляетесь, как вы это разруливаете? А, как бы, ну, мифы обычно создаются, опять-таки, как мы уже говорили, людьми, которые находятся в индустрии, да, и которые просто не говорят только потому, что они не хотят чего-то делать или не знают, Мгм. или же друзьями, да, которые там, вот, я вот так сделал, Или и вот слышал, так вот где-то там слышал, да. увидел. Да, как бы справляюсь, просто рассказываю, как бы из опыта, как бы, как нужно. Или как? По фактам. По фактам, да. Но опять-таки мне тоже как бы тяжело, сказать для всех, потому что я работаю в одном банке, и я знаю как бы, policies и как все работает в одном банке, а в RBC, например, может быть по-другому немножко. И если им это говорят RBC-специалист, то как бы, то, что точно я знаю, я как бы скажу, что точно нет. А если это какие-то определенные нюансы, которые могут быть только в одном банке, то, конечно же, это может быть и правда. Хм, Поэтому вот интересно. такое, да. А как вы справляетесь с профессиональной карьерой и семейными делами? Как вы это балансируете? Честно сказать, баланса нет. Это как бы нет такого, что work-life balance — это как бы можно такое найти только когда у тебя 9 to 5 работа. Да. Это вообще как бы ты ты можешь балансировать так, как ты можешь балансировать. То есть это ежедневный выбор, я так скажу. Ежедневный страгл и ежедневный выбор. То есть сегодня я буду работать до 6, и вот после 6 я как бы не работаю. Или сегодня я там, работаю в таком периоде времени, делаю вот это. Мгм. И делегировать, тоже, то есть, какие-то домашние дела, делегировать и, проводить так называемый quality time, с семьей, с детьми. Поэтому, как бы тяжело, но мы стараемся. Молодцы. Супер. А вот муж там или какие-то ваши там подключайте новые технологии какие-то в вашем процессе? Потому что я знаю, муж там любит AI и всякое такое. Он помогает там, советует что-то как-то. Нет. Нет? Муж не может советовать, потому что все,
Записи и все касательно нашей работы, Ага. это все private. Ты не Окей. можешь ничего рассказывать и делиться, и вообще, никому, как бы о других людях. Это Поэто confidentiality. абсолютная Отлично. конфиденциальность. Поэтому, нет. А технологии используете какие-то? А, какие, например? Ну, AI. Вот Нет. многие сейчас в AI используют там имейлы построить. Даже вот А ты рассказывала, что документы там сканируют компания. Сканируют, да, которые люди, предоставляют документы. Но наша работа, очень специфическая. Каждая ситуация клиента очень специфическая. Поэтому пока что, не знаю, может быть, это и будет со временем, но я для своей работы не использую ничего, никакого AI. Наши документы и информация никуда не выходят, ни в какие другие, э, порталы, поэтому все как бы вручную. Вот. Ну вот это бывает много стресса, а вот как вот или что вас вдохновляет продолжать вот эту работу и бороться каждый день с этим стрессовых ситуацией? Что вам дает вот этот стимул? Это кофе или что-то еще? На самом деле это благодарные клиенты дают стимул. Когда клиенты звонят и говорят: "Ну все, я думал, я потеряю там 120 тысяч депозита, который я дал на какой-то пресейл, и если бы мы вот это не получили моргидж, я бы их потерял". Вот это вдохновляет. Или когда люди говорят: "Я думал, мне там 300 тысяч всего лишь дадут, а тут я смог получить, 500 тысяч и смог купить квартиру, которая по размеру подходит для нашей семьи". Вот это вдохновляет. И когда мне звонят и говорят, нам посоветовали наши друзья, близкие друзья, нам посоветовали вас как профессионала, вот это вдохновляет. Когда мне звонят люди, которым меня посоветовали в тесном кругу, как бы в семье или, или между разговором за чашкой чая, Да, в тесном кругу, и когда меня советуют в домах, вот это как бы приносит мне вдохновление. классно, интересно. Какие советы или секреты вы можете поделиться в личном прогрессе? Или там обучении, какая-то мотивация, там, какие-то книги, какие-то встречи, нетворкинг. Вот есть какие-то там, вот что можно посоветовать вот начинающим? А начинающим в чем? Да в любой сфере. Вот чтобы стать успешным, вот ам, выходить на люди, общаться, там, вот какие вот можно там. Ну, конечно же, это, м, выходить из зоны комфорта. Только если вы будете выходить из зоны комфорта, только в этом случае вы будете, как бы, достигать какого-то прогресса, потому что, так быстрее всего будет достигаться прогресс. Когда я думаю: "Ну все, нет, я вот эту ипотеку точно не получу, это точно не получается, что делать, что делать?" И я, как бы, через 1-2 дня бывает такое, что решение само приходит, когда ты не опускаешь руки, не говоришь клиенту: "Ну все, я не могу". Вот. Да, как бы выходить из зоны комфорта и не бояться сложностей, трудностей, потому что, с каждым движением вперед, каждый шаг вперед, это как бы сложнее и сложнее будет, даваться. Мне интересно. На самом деле интересного нового услышал, послушал. Классный специалист. Супер. 100% обращайтесь, ребята. Последний вопрос. Что вы пожелаете в этом году, 25-м, как своим зрителям, как нашему Get Together проекту? Вот чего пожелаете? Ну, так как мы здесь все бизнес-люди, да, как бы, и мы как бы понимаем, что такое тяжело работать и, как бы что такое успех и как этого добиться, то как бы пожелать, как бы никогда не опускать руки и обязательно, ам, м, работать в направлении своей цели. И, ам, очень много времени очень много раз я сталкивалась с тем, что, иногда получается тогда, когда ты думаешь: "Ну все, вот я сделал все, что я мог, и вот все, я вот как бы вот это нереально сделать". И вот когда ты вот так начинаешь думать и все равно не опускаешь руки, вот тогда оно не получается. Поэтому не опускать руки и, как
я говорю, всегда темнее всего перед рассветом. Вот когда думаешь, ну все, когда вот вообще все капец, вот тогда это прорыв. Прорыв обычно случается, когда ты не бросаешь какую-то идею или не опускаешь руки, когда все плохо. Вот так, если ты этого не сделаешь, то обычно оно тогда и получается. Супер. Дамы и господа, это была Светлана, ипотечный специалист. Обращайтесь. И это был Get Together интервью. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.